Знакомьтесь, это Ливия, девушка с именем целой страны и профессиональная журналистка. Иногда она возвращается домой довольно поздно. Как считают сторонники легализации оружия, если Ливия будет ходить с пистолетом, она будет чувствовать себя спокойнее и жизнь ее станет безопаснее. Ливи, к тебе на улице пристают? Ну, бывает. Я, кстати, уже думала что-то купить для самообороны, но только не пистолет. А ты сама стреляла когда-нибудь? Нет. Идея разрешить ношение огнестрельного оружия в России почему-то становится популярной. Соответствующие законопроекты рассматриваются раз в полгода. Сенаторы и депутаты Госдумы, профессиональные и не очень лоббисты, все хотят вручить гражданам по пистолету и револьверу. Для того, чтобы поселить такую мысль в наших головах, создаются различные ассоциации и фонды. Активно используются социальные сети и вот такие визуальные образы. Все это активно финансируется. Один такой ролик стоит не меньше 100 тысяч рублей. А сами руководители этой бурной деятельности связь с Американской стрелковой ассоциацией даже не скрывают, а наоборот, гордятся ею. К примеру, сенатор Торшин даже на официальном сайте изображен с гранатометом в руках. А некоторые депутаты считают, что защищать себя с помощью огнестрельного короткоствольного оружия необходимо каждому. Главный довод – это моментально снизит преступность. Мне повезло, и у меня есть наградное оружие. Это пистолет Макарова, поэтому, конечно, по отношению к другим гражданам мне проще. Разумеется, я готов его применить в той ситуации, когда это будет необходимо для защиты моей жизни, защиты моей семьи. И если я вижу, что кому-то необходима моя помощь, когда на кого-то нападают. Но я думаю, это стандартная ситуация, которой воспользуется любой нормальный гражданин. Активно используя СМИ и создавая нужные образы, руководители всей этой деятельности как бы забывают про доклад ООН, в котором открыто говорится о том, что в Америке людей убивают в основном из огнестрельного оружия. По данным исследований Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, в современной России либерализация оборота оружия преждевременна и может существенно ухудшить криминогенную обстановку. Стоит отметить, что в России уровень преступности за последние годы стабильно снижается. Также важно, что сравнительного анализа, который бы показывал необходимость введения короткоствольного огнестрела, просто не существует. Кроме эмоций и жонглирования разрозненной информацией, у лоббистов аргументов нет. Зато есть четкие цели и понятный результат – превратить Россию в сообщество враждебных друг другу индивидуумов. Бандитизма, то есть вот когда бандит вооруженный идет, убивает граждан на улице, у нас практически 0,5% по диаграмме, если смотреть. Вот. А у американцев, по данным ФБР, только ФБР, 1,5 миллиона почти граждан, если как можно назвать их, конечно, состоят в вооруженных преступных группировках. То есть у них совсем другая структура преступности. У них на улицах убивают, грабят, так сказать, насилуют. То у нас нет такого, мы, так сказать, друг друга. Кого мы собираемся вооружать тогда, если у нас нет такой преступности? От кого защищаться будем огнестрелом? От соседей? Культивируя агрессию вокруг нас, лоббисты говорят о том, что общество станет вежливым. Все, кто до этого вас ненавидел, после покупки пистолета будут бояться и уважать. Своеобразная таблетка от страха, психостимулятор и способ повышения самооценки в одном флаконе. Какой еще предмет дарит сразу столько возможностей и ярких эмоций? У него в руках такой был нож, он стоял вот так вот, размахивал ножом и в нашу сторону высказывал какие-то угрозы. И я как-то, оценив обстановку, оценив ситуацию, поняла, что раз человек уже нанес до этого ножевой порез на эскалаторе нашим ребятам, то, в принципе, его ничто не остановит и здесь. Продолжали избивать молодого человека с ножевым ранением. Полицейский до сих пор не пришел, и в тот момент я уже начала стрелять в тех людей, которые непосредственно начали уже избивать нашего друга. Защищаясь от нападения человека с ножом и спасая своего друга, Александра стала обвиняемой. Сторонники оружия забывают и про несовершенство законов, и про то, что карать – прерогатива не гражданина, а государства. Однако Александра все равно готова на повторение подобного опыта. Если бы у меня был боевой пистолет, если бы у нас была легализация оружия, то нападающие на нас люди, они бы знали, что если сейчас они на нас нападут и применят какую-то агрессию, возможно, против них будет применено именно боевое оружие, которое может их лишить жизни. Зачем же нужно создавать агрессию и разобщенность в нашем обществе? Кому необходимо, чтобы молодые люди от 20 до 35 лет думали, что при наличии пистолетов у них в кармане и винтовок дома они создают реальную угрозу власти?
то, что власть не дает людям право носить оружие, связано с тем, что она просто их боится. Вы поглядите, как ездят наши там первые лица руководители. Кортеж, охрана со всех сторон, снайперы на крышах, где угодно. Сталин так не ездил, Брежнев так не ездил, цари так не ездили. Идея похода на Кремль гражданских с пистолетами людей военных просто умиляет. Юноши на площадях и митингах становятся политическими заложниками пресловутого Госдепа и оппозиции. Достаточно пары провокаторов, и вооруженная толпа сама себе устроит кровавую баню. Очевидно, что тут организаторы придерживаются основного принципа холодной войны – разделяй, стравливай и властвуй. На самом деле любое орудие убийства у нормального человека вызывает совсем другие эмоции. Как занятие? Очень интересно. Ощущения от выстрела? Замечательно. Очень так. Но вообще, я боюсь его. Ну чего бояться? Пули же в ту сторону летят, а не в обратную. Знаете, ночью даже сплю, там, просыпаюсь в туалет, там, семья, все, я одеваю портупею, иду, там, душ принимаю или еще, ну, такие вещи банальные. Но это проблема, это абуза, да. Потому что я знаю, что я виноват буду, если в случае чего кто-то применит оружие. Даже для профессионалов понятно, при введении разрешения вначале часть людей пострадает, но называют они это естественным отбором. Каждый человек должен, там, если попадает в такие ситуации, в любом случае пройти через там, первое свое применение. Это ранение или труп нападающего. Ну, что делать? Опять же, естественный отбор. Ну, если не нравится, может пойти застрелиться из этого же пистолета, в общем-то. Против легализации даже продавцы оружейных магазинов. Невзирая на возможные прибыли, они солидарны в одном. Гражданскому человеку пистолет или револьвер для самообороны не нужен. Гораздо эффективнее и безопаснее баллончик или шокер. На самом деле огнестрельное оружие – это не панацея безопасности. И опять я возвращаюсь к тому, что бороться-то надо с преступностью, а не вооружать всех поголовно в надежде, что люди сами справятся с этой преступностью. Существующая система получения разрешительных документов будет способствовать насыщению оружием всех подряд. Людей на улице с пистолетами будет все больше, и хороших, и плохих. Мы решили проверить, поможет ли Ливии пистолет от грабителя. Во-первых, это всегда момент неожиданности какой-то, к которому ты абсолютно не готова. И пока ты эту сумку с плеча снимешь, да, если ты на плече ее несешь, пока ты достанешь этот пистолет, опять-таки, пока там зарядишь, что-то сделаешь, вставишь патрон, все, тебя уже убили, я не знаю, разрезали и выкинули на помойку. Какая-то девушка там несет с собой пистолет, я без оружия. Я совершенно спокойно подхожу, ее заламываю, насилую, отбираю оружие, пристрелю ее и пристрелю потом еще сколько там патронов. И ко мне не будет претензий, потому что оружие не мое, и я его выкину. Вот. То есть это будет город трупов. В основном людей, которые ни в чем не повинны. Вот. Есть несколько фишек, которые вот используются. Я как юрист считаю, что вот, например, есть сказки, что вот преступность вооружена, граждане безоружны, дайте нам защитить. Вранье абсолютно. Нет такой проблемы, как вооруженная гопота, они безоружны. Даже сейчас в России есть возможность законно вооружиться до зубов. Вот такой шарик от травмата может нанести человеку смертельные увечья, а огнестрельное охотничье оружие может спокойно применяться для обороны дома. С появлением в руках людей пистолетов скрытая агрессия в обществе увеличится в разы. Само наличие оружия, оно уже притягивает агрессию, да, понимаете, уже человек, уже где-то кусты зашевелились, там уже человек подозрительность какая-то, ну мало ли кто-то там ветер подул. Так может нам всем начать созидать, а не способствовать деградации общества до уровня джунглей, создавать страну, в которой улыбка вызывается не наличием револьвера в кармане, создавать общественные институты, заниматься самоуправлением, а не вооружать толпу и собирать ее на площади. Наличие пистолета не меняет психику и отношение человека к жизни. Если ты раб по сути, то от оружия просто будешь наглый раб. Вот и все. Вот в этом и изменится. То же самое еще расхоже вот это выражение очень: Кольт уравнял всех. Да, он уравнял всех, что теперь каждый может стать убийцей. Вот в Америке, например, какая-то дамочка этим летом на корабле расстреляла и огнестрела 7 человек, мужиков здоровых. Здесь, на стрельбище, для большинства молодых людей оружие – это развлечение. Воспринимать мишени как живых людей мало кто способен, но те, кто занимаются постоянно, уже сложили свое мнение и знают, кого и как они смогут убить. За семью, за родину.
Вот основные два момента, которые стоят. Все остальные это частные случаи, требуют отдельного разбирательства. Правда, вот раздачу пистолетов всем подряд даже любители оружия не поддерживают. Большинство нами опрошенных респондентов готовы выдать пистолет себе лично, но категорически против разрешения оружия большинству сограждан. Базы для этого ее нету, то есть все институты практически разрушены, поэтому мы делаем снизу, что можем. Я правильно понимаю, что вот ты лично не был бы за то, чтобы это завтра было? Завтра нет, естественно. Проведите простой эксперимент. Выйдя на улицу, начните воспринимать всех проходящих мимо людей как вооруженных. При принятии закона разделить людей на плохих и хороших нереально. Двигая свою идею вооружения населения с помощью жадных до прибыли производителей оружия, политики подменяют понятия. Теперь слово «убить» и «ранить человека» умещаются в сухой фразе из инструкции по стрельбе. Применить оружие.